Приветствую тебя, странник, в поисках потерянного золота ацтеков. Прошло 4 месяца, как мы обсуждали с вами польский вестерн Call of Juarez 2006 года выпуска. Пришло время посмотреть на продолжение данной серии от Techland. Call of Juarez Bound in Blood. Так что устраивайся поудобнее, мы отправляемся в мир Дикого Запада, глазами польских разработчиков. И да, не забудьте подписаться на канал. Итак, продажи первой части Зова Хуареса оказались не так-то и велики, как ожидалось. К примеру, в Северной Америке было продано всего 137 тысяч копий, но продажи в Европе смогли обеспечить Techland имя как разработчику игр и гарантировать выпуск продолжения в 2009 году. Call of Juarez Bound in Blood, или просто Узы Крови, как его нарекли наши локализаторы, оказалась не продолжением серии, а ее приквелом. Она рассказывала уже знакомую нам историю по первой части братьев Макколов, и если в Зове Хуареса это просто обговаривалось, то в приквеле мы становимся участниками этих событий. Посмотреть обзор на первую часть вы можете либо по этой подсказке на экране, либо по ссылочке в описании. Настоятельно рекомендую ознакомиться, поскольку тут будет что сравнить. Вроде между играми разница всего в 3 года. По нынешним меркам игростроения это ничто. И даже нормального DLC не выпустишь. А вот поляки умудрились выпустить полноценную номерную часть. Да еще с огромным количеством улучшений, и самое главное, они исправили геймдизайн. Игровые локации теперь не бескрайние арены, в которых ты блуждал по часу в поисках нужного места или события, а выверенный коридорный шутер, в котором игра ведет тебя за руку, не давая даже задуматься о том, что тебе нужно идти не туда, а свернуть в какой-нибудь другой закоулок. Мои подписчики на стриме заметили, что игра похожа на Call of Duty, только с револьверами и ковбоями. Игра тебя буквально подталкивает по сюжету, не давая выдохнуть, а плотность огня на квадратный метр заставляет сосредотачиваться только на стрельбе. Многие скажут, что это фу и уже давно не в моде, и нынче лучше иметь в игре большой открытый мир. А вы видели этот мир от поляков? Пойдите и посмотрите все-таки первый ролик и поймете, что коридорность для этой серии все же благо, а не наказание. Графическая составляющая тоже шагнула вперед. Окружающий мир теперь более насыщен зеленью, а модели не так уж и угловаты, как ранее. Прям чувствуется прыжок в будущее, но все же я заметил, что над лицами особо не заморачивались и сделали по пятку моделей для статических рядовых болванчиков. Поэтому через несколько часов игры ты начинаешь осознавать, что убиваешь этого чувака уже в 100-й раз. Этим же и страдала первая часть. Видно, польской шляхте не пристало заниматься такой мелочью, как моделинг лиц. Города стали более городистыми, леса лесистыми, а взрывы теперь не похожи на натужный пук в муку, что дает плюс 100 баллов к погружению. Да и вообще делает игру достаточно зрелищнее и не вызывает желания скулить и взвывать за ее прохождением, как это было с первой частью. Сам же геймплей наполнен не только перестрелками, но и большим количеством погоней и эпических ситуаций. Сценаристы прям постарались на славу. И классический пулемет на повозке, и конное преследование врага, пролеты на дилижансе сквозь продуктовые магазины или стрельба из пушки по пароходу. Все это отпечатывается в памяти, как и заставляет в последующем вспоминать Узы Крови как неплохое приключение. Механика Мертвого Глаза тоже осталась, но претерпела небольшие изменения. Теперь она имеет ограничение на использование 60 секунд. Если до этого времени вы не использовали ее, то она откатится на начальный уровень. И будь добр, набивай ее заново. Дуэли аналогично никуда не делись, и они все такие же душные и раздражающие, как и ранее. Зачем их столько напихали, я не понимаю, как по мне даже пяток для этой игры уже много. А вот по вооружению все стало намного разнообразней. Винтовки, револьверы и луки. Все это есть в большом количестве и в разном качестве. Да-да, они отличаются по характеристикам, и чем лучше качество оружия, тем больше на нем звезд. Самое лучшее можно купить у торговцев, а среднее поднять с трупов поверженных вами дуэлянтов. Заработать денег можно несколькими способами. Способ первый – это обкрадывать трупы, но там капать не так много и не так часто, как хотелось бы. Способ второй – это выполнять побочные задания, за которые вам выдадут награду от 100 до 300 вечно зеленых. В те годы и за меньшие глотки резали, скажу я вам. Хотя и сейчас. За подобные суммы можно огрести топором по макушке,
Но не будем о грустном. Не забывайте, что у нас 2 главных персонажа, а значит и 2 арсенала. Так что денег нужно немало для их укомплектования хорошим вооружением. В некоторых миссиях будут небольшие доски с объявлениями, на которых будет висеть несколько побочных заданий. Смело берите их и пополняйте свой бюджет. Но учтите, если вы подойдете к своему брату, это запустит дальнейший сюжет, и вернуться к побочкам вы уже не сможете. И это очень неудобно. Теперь давайте поговорим про играбельных персонажей. Это 2 брата, Рэй и Томас Макколы. С Рэем мы знакомы из первой части, где он также был главным протагонистом и носил имя пастора Рэя. Братья Маккол парни, конечно, талантливые, но не самодостаточные. Рэй может с легкостью выбивать ногой дверь, но не может забраться на уступ без помощи брата. А вот Томас успешно орудует лассо, но любое препятствие, где нужно приложить немного силы Томаса, ставит в тупик, и он вынужден звать старшего. Ну, в принципе, роли распределены, что один ловкий, а второй сильный. Но это так атрофировано, что порой задаешься вопросом, а как они вообще дожили до своих лет. Точек взаимодействия между братьями не так уж и много за всю игру, но они есть. Один раз по сюжету мне помогли забраться на уступ, и в темноте я с него свалился. А все, брата там уже нет, и вернуться я не могу, поскольку триггер уже сработал, и заново его перезапустить можно только с перезапуском последнего чекпоинта. Короче говоря, система взаимодействий слишком натужная, и можно было бы обойтись без нее. О, чуть не запамятовал. Томас, в отличие от Рэя, способен бросать ножи и орудовать веревкой, а вот Рэй стрелять из 2 рук и по-македонски и метать динамит не хуже катапульты. Вроде других отличий не припомню. И тут самое время перейти к истории, так что аккуратно, впереди будут спойлеры. Тем, кто играл в первую часть или смотрел обзор на нее, сюжет уже знаком. Жили-были 3 брата. Рэй старший, Томас средний и младший Уильям. Уильям, несмотря на свой юный возраст, принял священнический сан и посвятил себя служению Богу. А за окном разгоралась гражданская война в США. Братья Томас и Рэй выступают на стороне конфедератов. Это те, что выступали против отмены рабства и хотели отсоединения от Вашингтона. Тут наши герои должны выполнить маневр и продавить оборону Янки, выйти к мосту, который необходимо подорвать. Вообще, сцена с подрывом моста стала уже классикой. Перекочевала она к нам из классического спагетти-вестерна «Хороший, плохой, злой» 1966 года с Клинтом Иствудом в главной роли. Там главные герои упираются в мост, за который изо дня в день идет бойня, и гибнут сотни солдат. И это месиво можно прекратить, просто уничтожив его, но командование не дает разрешения. Тогда главные герои самостоятельно подрывают его, и бой тут же прекращается, поскольку не имеет больше смысла. После подрыва моста братья узнают, что им необходимо вернуться домой и защитить собственное имущество. Командование не в восторге от такой затеи, и братья переходят из разряда героев в разряд дезертиров. Дома их встречают синие мундиры, которых Макколы укладывают штабелями. В доме был закрыт младший брат Уильям и тело их матушки, которая не выдержала подобного ужаса и отдала Богу душу еще вчера. Горевать некогда. На подходе еще враги, и мы вынуждены из пушек расстреливать их прямо на берегу. Братья покидают свой дом с обещанием, что они обязательно вернутся, как закончится война. Некоторое время спустя нам показывают имение Макколов и полковника Барнсби, который клянется, что вздернет этих 2 дезертиров на ветке, сколько бы времени для этого не потребовалось. Проходит некоторое время, и армия конфедератов сдается армии Союза, и тем самым гражданская война приходит к своему завершению. В салоне братья спорят о том, кому же все-таки достанется шерифская дочь, поскольку они оба положили на нее глаз, а она обеим ответила взаимностью. Тут появляется оскорбленный отец, шериф, и требует сатисфакции. Шериф убит, и город обрушивается на нас в своем гневе. Кстати, нечто подобное было и в начале первой игры, когда бандиты убивали шерифа, и отцу Рэя нужно было зачистить это кодло. После того, как братья покидают город, Рэй прощает своего брата, но предупреждает, что в следующий раз он его убьет. Мексика. Какой-то захудалый бар.
Братья обращают внимание на местную красотку, которая начинает липнуть некий неприятный типочек. Братья встают на ее защиту, и начинается очередная резня. Девушку зовут Мариса, и она девушка местного бандита по имени Хуарес. Хуарес благодарит братьев за спасение своей возлюбленной и предлагает выгодное дельце – найти сокровище, которое по местному преданию является проклятым. Указать к нему дорогу может только медальон, а медальон находится у племени Апачи. Апачи готовы его отдать в обмен на ружья. Оружия у нас нет, но мы их добудем кровью и свинцом, как бравые бандиты. Тут нам перепадает задание. Нужно освободить некого человека, который очень важен для Хуареса. Пленника освобождаем и тащим на свободу. С его лица снимаются бинты, и это оказывается простой советский. Нас приглашают на встречу, а встреча оказывается засадой полковника Барнсби. But I convinced him it would be in his best interest to leave you two behind. Ray and Thomas McCall. Уильям освобождается от веревок и помогает нам. Начинается долгий побег из солдатского логова. Итак, у нас есть ружья, и мы теперь всей нашей братьей в количестве 2 повозок отправляемся на земли Апачи. Наша цель — отдать ружья и получить медальон. По пути на нас нападают индейцы — Команчи. Они соседи с Апачи, но не так дружелюбные. По ходу сюжета оказывается, что ружья говно и не стреляют, в свою очередь у Апачи тоже нет медальона, а спрятан он на кладбище у Команчи. Короче говоря, вор у вора дубинку украл, или не наебешь ближнего, не проживешь. Отправляемся на святые земли за амулетом. По пути укладываем в святые земли половину племени, но амулет получаем. Don't push me, Ray. That girl's mine. Yeah? Well, what if she don't want you? She told me she did. 'Cause she was hoping you'd kill Juarez. She'd say anything to be rid of him. В нашем семействе опять неспокойно. Братья не могут поделить бабу, хотя баба ясно дает понять, что ее больше интересует Томас. Тем временем совершенно незаметно к поселению индейцев подходит армия полковника Барнсби и начинает прям впритык палить из пушек. Прям как в Assassin's Creed Братство Крови. Обзор, на который вы можете посмотреть вот тут. Там тоже стража не увидела многотысячную армию Борджиа под стенами замка. Врагов, конечно же, побеждаем, деревню или то, что от нее осталось, освобождаем. Но сына вождя захватывает в плен полковник Барнсби. Садимся на лошадей, отправляемся спасать сына вождя. В городе нас уже ждет засада. Из пулемета расстреливаем обветшалую церковь и сбиваем колокол. Сын вождя умирает, а сам вождь остается 1 на 1 с полковником Барнсби. Итак, наш друг Хуарес гнида, а не друг. Это он отдал сына вождя полковнику, выменяв его на лошадей. И еще он схватил нашего младшего брата Уильяма и пытается пытками заставить его рассказать, где спрятаны сокровища. Хотя ему откуда знать-то? Тут задача Томаса подготовить лошадей для группы. Собираем лошадей в амбаре. Впоследствии встречаем Марису. Мариса у нас беременна от Хуареса, но она его не любит и хочет от него сбежать. С Томасом, конечно. Томасу она говорит, что Уильям мертв, его убили, да им нечего тут делать. А лучше пойдем искать сокровища. Томаса ничего не смущает в ее рассказе, и он отправляется вместе с ней, позабыв про все предыдущие договоренности с братом. В это время Рэй, как нож сквозь масло, пробирается в убежище Хуареса и пытается освободить Уильяма. Младшего брата мы отыскиваем и понимаем, что Томас нас кинул, и никто нас на улице с лошадьми не ждет. План меняется на ходу, и Рэй принимает решение уходить подземными пещерами. Уже почти на выходе встречаем самого Хуареса и устраиваем с ним дуэль.
Вот и сокровищница. Как туда попал Томас с Марисой, я еще понимаю, она знала разгадку секрета медальона, но как туда попал Рэй с Уильямом, это непонятно. Как по мне, какие-то сюжетные костыли. I warned you, Thomas. I told you what would happen if you stole another woman from me. William? You said he was dead. That is what Juan said. I told you what I would do. Didn't I tell you? Thomas, don't. He'll kill you. I loved you and you lied to me. Both of you. You betrayed me. What do you want from me, Ray? I want justice. Oh my God. Перед нами разворачивается настоящая драма. Рэй обвиняет Томаса в предательстве и что он променял брата на бабу, да еще и баба-то его. То есть он опять у старшего брата девушку отбил. В ссору влезает младший Уильям и говорит Рэй, что не позволит совершить братоубийство, и если нужно, он воспользуется своим оружием. One, do it. Two, No! Ray! Уильям считает до 3. Рэй просит его этого не делать. Младший резко вскидывает руку и раздаются выстрелы. Рэй убивает младшего брата, а в воздух взмывает из мертвых рук Библия, которая и являлась оружием святого отца Уильяма. И знаете что? В этот момент появляется полковник Барнсби. Вождь, вместо того, чтобы срезать с него скальп, просто отпустил его. How is it you're still breathing, Barnsby? И мы уже врываемся в кровавое месиво с его войсками. В какой-то момент храм начинает засыпать песком. И тут уже не до золота. Выходим на финишную прямую и идем дуэлиться с полковником. Итак, Томас и Мариса женятся, а Рэй принимает сан священнослужителя. Мариса рожает сына Хуареса и называет его Билли, тот самый Билли Свечка из первой игры. А на смерть Уильяма всем в принципе уже и насрать, и никто про него особо не вспоминает. Ну, убил и убил, и не такое бывает. Вот, в принципе, знакомая история для тех, кто играл в первую часть, но есть ряд вопросов. Каким образом храм выбрался из-под песка? Ведь в дальнейшем его отыщет Билли Свечка и никаких разрушений в нем не будет. Томас в игре показан как хороший стрелок, отчаянный парень и головорез. Но почему тогда его так легко прикончили в первой части какие-то абрыганы? Плюс еще и Марису замучили. Не клеится это с образом, который ему слепили в продолжение. И почему Хуарес не узнает Рэя в первой части, если раньше они с ним были приятелями? Он что-то где-то слышал, но самого Рэя он якобы не знает. Короче говоря, костыли. Как вердикт. Игра на голову лучше, качественнее и экшонистее своего прародителя. Играть даже приятно в какой-то степени. Techland за 3 года сделал большой шаг в правильном направлении, и следующая игра в серии вышла спустя еще 3 года, в 2011, и носила подзаголовок «Картель». Ну а вы можете посмотреть еще обзорные ролики на старые и не очень игры. Обязательно подписывайтесь, и мы с вами скоро увидимся. С вами я был Стаффи Анкл. Всем пока-пока.